Привет! Простите, на этой неделе я болею, поэтому буду говорить вот таким вот сиплым, хриплым голосом. Но решил я все-таки сделаю видео, поскольку лучше, чем не делать, мне показалось. Итак, на этой неделе у нас тема «Жизнь стелс» или невидимкой, незаметным для других, как транс-человек. А обман ли это? Еще до начала гормонов, до начала всего, я лично для себя думал, что нет даже никакого другого пути, как жить в новой роли и смести все мосты за собой, замести все следы. И даже думал о том, чтобы вообще куда-нибудь свалить, уехать, и размышлял о том, что если решаться на такой шаг по смену пола, то надо рассматривать, действительно, вот этот вариант, что если я потеряю все свои контакты, все, что у меня было, что если мне придется уехать на другой конец света, начать совершенно новую жизнь, там, где меня никто не знает, там, где никто не знает о моем женском прошлом, и никто не будет на меня тыкать пальцем и говорить такие вещи, как «ты поступил неверно», «зря ты поступил против воли Божьей» или «против воли общества». Не знаю. Что еще могут говорить? Как-либо еще трансфобить, не знаю. И с таким мнением я встречаюсь нередко, когда разговариваю с людьми, например, непричастными вообще никак к теме транс. В основном, действительно, это люди, которые не знают никого, кто трансгендер, или о себе как бы тоже не очень поняли и пытаются понять, трансгендер они или нет. Им часто кажется, что да, это единственный выход. С другой стороны, люди, которые решаются на переход и, может быть, не уезжают куда-то, но по прохождении какого-то времени действительно заметают, грубо говоря, так все следы, и, например, со всеми новыми знакомствами, не развивают эту тему, не раскрываются. Например, переходят на другую работу, да, не обязательно уезжать на другой конец света. Достаточно, например, даже просто переехать в другой район города, например. Или не переезжать, а, например, достаточно сменить работу. Вот. В общем, у каждого по-своему это может быть нужно, или он, или она считает для себя это нужным. И вот тема ведь, обман ли это? Обман ли это, если трансгендерный человек будет скрывать свое прошлое? Я считаю, что нет, это никакой не обман. Потому что у людей много каких-то вещей, о которых они не говорят другим. Будь то, я не знаю, может быть, там, какой-нибудь родственник погиб в войне, и это большое горе, предположим. Или и об этом никто не будет особо разговаривать. Или не обязательно что-то негативное, может быть, что-то и положительное, но в основном люди о каких-то негативных вещах молчат, умалкивают, там, болезнь какая-нибудь, что, не знаю, мне осталось жить 5 лет, предположим, и я не хочу, чтобы меня все жалели. Или я боюсь, что если я расскажу, что я трансгендер, то меня будут трансфобить, да, понятно, логично. Человек может точно так же скрывать, что он там, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, суперзвезда, может быть, даже в прошлом, а хочет просто быть оставленным в покое, жить спокойно свою жизнь и не будет об этом рассказывать никому. Это ведь тоже не ложь. Человек живет своей жизнью и хочет быть оставлен в покое, так сказать. Хочет жить ее так, как ему она видится более комфортной. И поэтому все, что человек делает для этого, это как бы, пока это никому не во вред, на мой взгляд, совершенно допустимо. И в данном случае, конечно, тут специфический вопрос, потому что если мы говорим, то есть не говорим о каких-то эпизодах из своего прошлого, боже мой, я болею, мне надо сейчас чихнуть. К примеру, зашел разговор о детстве, или у парней может зайти разговор об армии,
где служил, служил ли, или что делал вместо армии. И тут вот нужно срочно придумывать какие-то штуки, и вот тогда это получается, опа, и ложь. Ну, да, в какой-то степени, конечно, если вы в этот момент начинаете врать, то это будет ложь. Я лично предпочитаю уходить от темы, уводить ее куда-нибудь. Или просто не говорить, что я вместо армии что-то там делал. Я просто могу рассказать, что после школы я там сразу поступил в университет. И дальше рассказывать про университет. А другие люди могут, слушатель может подумать, что, поскольку я сразу поступил в университет, то меня и не призвали в армию. Например, да, это же в разных странах по-разному. В каких-то так, да, в Германии не совсем так. Вот, ну, я лично думаю, что пока вы напрямую никому не врете, то это и не является ложью, если вы что-то не договариваете или уводите тему немножко. А по сути, вообще-то, чисто я считаю, что жить полностью скрывая свое прошлое вовсе не обязательно. То есть для меня не обязательно. Я в таком обществе живу в Берлине. Тут как бы на моей работе об этом знают несколько человек. И если узнают все остальные, я не буду в панике искать новую работу. В общем, я считаю, нет ничего предосудительного в жизни стелс. Еще есть очень важное объявление. Мы на Paperboy собираемся сделать Q&A. Это означает вопросы-ответы. Вы, мои зрители, задаете мне вопросы, и я на них отвечу с удовольствием. Если у вас есть, конечно, вопросы к другим коллегам моим на Paperboy, конечно, задавайте, они ответят на них с радостью. А так, до скорых встреч, подписывайтесь.